Вселенная заражена, и мы лишь временная форма этой инфекции, которая еще не осознала свою хрупкость. Мы привыкли думать, что мир вокруг нас, горы, океаны, города и наши собственные тела построен из самого стабильного и надежного материала, какой только возможен. Мы верим в незыблемость атома, в прочность протонов и нейтронов, из которых соткана вся видимая реальность. Но что, если я скажу вам, что все, что мы знаем, это лишь неправильная, метастабильная форма материи, которая существует только потому, что ей еще не представился случай превратиться в нечто более совершенное? Прямо сейчас, где-то в недрах мертвых звезд, рождается субстанция, способная переписать законы физики одним своим прикосновением. Ученые называют ее странной материей, и это не просто научный термин. Это идеальный хищник квантового уровня, своего рода рак реальности, который может превратить всю нашу галактику в однородный безжизненный кусок горячего клея за считанные дни. Чтобы понять масштаб угрозы, нам нужно спуститься на самый нижний уровень мироздания, туда, где материя перестает быть осязаемой и превращается в танец элементарных частиц. Весь наш мир построен из атомов. В центре каждого атома находится ядро, состоящее из протонов и нейтронов. Долгое время мы считали их элементарными, неделимыми кирпичиками Вселенной. Но во второй половине 20 века физики заглянули глубже и обнаружили кварки. Это фундаментальные частицы, которые никогда не встречаются в одиночку. Они всегда связаны по трое, образуя барионы, те самые протоны и нейтроны. В нашей повседневной реальности существует всего два типа кварков – верхние и нижние. Протон состоит из двух верхних и одного нижнего, а нейтрон – из двух нижних и одного верхнего. Это стандартный код нашей Вселенной. Все, от ДНК в ваших клетках до самых далеких галактик, написано этими двумя буквами. Но в квантовом алфавите есть и другие знаки, и самый опасный из них – странный кварк. Странный кварк намного тяжелее своих верхних и нижних собратьев. В обычных условиях на Земле он не может существовать долго, он нестабилен и распадается за ничтожные доли секунды. Чтобы удержать его в реальности, нужны чудовищные условия, которые невозможны в лабораториях, но обычны для глубокого космоса. Речь идет о давлении, которое возникает в момент агонии массивных звезд. Когда звезда, которая в 10 или 20 раз тяжелее нашего Солнца, исчерпывает запасы топлива, она коллапсирует под действием собственной гравитации. Внешние слои разлетаются в грандиозном взрыве сверхновой, но ядро остается. Гравитация сжимает это ядро с такой силой, что электроны буквально вдавливаются в протоны, превращая их в нейтроны. Так рождается нейтронная звезда, объект размером с небольшой город, но с массой целого светила. Чайная ложка вещества такой звезды весит миллиарды тонн. Это самая плотная форма материи, которую мы можем наблюдать напрямую. Но внутри нейтронной звезды происходит нечто еще более пугающее. Давление в ее центре настолько велико, что даже сами нейтроны начинают разрушаться. Их оболочки лопаются, и кварки, которые раньше были заперты внутри, выходят на свободу. Образуется так называемый кварковый суп, жидкость из свободных верхних и нижних кварков. И здесь в игру вступает термодинамика. При таком экстремальном сжатии часть верхних и нижних кварков начинает превращаться в странные кварки. Это происходит потому, что Вселенная всегда стремится к самому низкому энергетическому состоянию. Кварковая материя, состоящая из трех типов кварков, верхних, нижних и странных, может оказаться энергетически более выгодной, чем обычная материя. Это и есть гипотеза странной материи. Если она верна, то странная материя – это истинное основное состояние Вселенной. Она настоящая материя, а мы – лишь неустойчивая пена, возникшая по ошибке в холодном и пустом пространстве. Представьте себе идеально убранную комнату, где каждая вещь лежит на своем месте. Это наш мир атомов. А теперь представьте, что в комнату входит нечто, что превращает все вещи в однородную серую массу, потому что в таком виде они занимают меньше места и требуют меньше энергии для поддержания. Странная материя обладает уникальным и пугающим свойством – она заразна. Физики предполагают существование странжелетов, микроскопических капель странной материи. Если такой странжелет столкнется с обычным атомным ядром, он мгновенно убедит его перестроиться.
Протоны и нейтроны ядра распадутся, их кварки освободятся и превратятся в смесь со странными кварками. Обычный атом станет частью странной материи. Произойдет цепная реакция, которую невозможно остановить. Это похоже на зомби-апокалипсис в масштабах субатомного мира. Один контакт, и все превращается в странный лед. Если гипотеза странной материи верна, то в космосе могут существовать не просто нейтронные звезды, а странные звезды. Снаружи они выглядят почти так же, но внутри они полностью состоят из этой смертоносной кварковой жидкости. Любой объект, который упадет на такую звезду, будь то комета, планета или другой звездный компаньон, будет не просто поглощен, он будет конвертирован. Но самая большая опасность кроется в том, что странная материя может покидать свои колыбели. В результате столкновения двух странных звезд в космос могут выбрасываться триллионы микроскопических странжелетов. Эти невидимые пули могут странствовать сквозь пустоту миллионы лет, пока случайно не встретят препятствия. Что произойдет, если такой странжелет попадет в нашу Солнечную систему? Если капля странной материи размером с бактерию попадет в океан, она начнет пожирать Землю изнутри. Каждое атомное ядро, с которым она соприкоснется, превратится в странную материю, выделяя при этом колоссальное количество энергии в виде тепла и радиации. Это не будет похоже на взрыв бомбы в одной точке. Это будет выглядеть как инфекция, распространяющаяся сквозь планету со скоростью звука. Земля начнет сжиматься, так как странная материя гораздо плотнее обычной. Весь наш мир со всеми лесами, городами и людьми превратится в горячую, пульсирующую сферу из странной материи диаметром всего в несколько сотен метров. Все, что мы когда-либо создали, станет бесконечно малой частью субатомного супа. И самое страшное в том, что мы никак не сможем это заметить до момента начала реакции. Странжелет слишком мал, чтобы его зафиксировали радары, и слишком быстр, чтобы мы успели отреагировать. Но почему, если странная материя так опасна и так легко распространяется, Вселенная все еще существует? Это один из главных аргументов против гипотезы о ее абсолютной стабильности. Если бы странжелеты летали повсюду, галактика давно должна была превратиться в кладбище странных звезд. Возможно, барьер для создания странной материи намного выше, чем мы думаем. Или, возможно, она стабильна только при огромном давлении, а в вакууме быстро распадается. Однако наука не дает однозначного ответа. Существует вероятность, что мы просто живем в очень чистом районе космоса, куда еще не долетели брызги от столкновений мертвых солнц. Мы – обитатели оазиса, окруженного океаном потенциального уничтожения. Изучение странной материи – это не только попытка предсказать конец света, но и ключ к разгадке величайших тайн астрономии. Одной из таких тайн является темная материя. Мы знаем, что она существует, потому что видим ее гравитационное влияние на галактики, но мы не знаем, из чего она состоит. Некоторые ученые предполагают, что темная материя – это и есть облака макроскопических странжелетов, оставшихся после Большого взрыва. Если это так, то большая часть массы Вселенной уже является странной. Мы живем в мире, который уже почти полностью конвертирован, и наши нормальные атомы – это лишь редкие вкрапления в океане истинной материи. Это меняет все наше представление о космологической иерархии. Мы не вершина развития, а аномалия, которая чудом сохраняется в стабильном состоянии. История открытия и изучения странной материи полна драматизма. В 80-х годах 20 века, когда Эдвард Виттен опубликовал свою работу о стабильности кварковой материи, научное сообщество испытало настоящий шок. До этого физика считала протоны и нейтроны незыблемыми основами. Мысль о том, что существует состояние вещества с еще более низкой энергией, означала, что вся наша реальность находится в состоянии ложного минимума. Это все равно, что стоять на вершине холма и думать, что ты на твердой земле, в то время как достаточно небольшого толчка, чтобы ты скатился в глубокую пропасть. Этот толчок в физике называется квантовым туннелированием. Теоретически, даже без контакта со странжелетом, обычная материя может самопроизвольно превратиться в странную. Но вероятность этого настолько мала, что для превращения 1 грамма золота в странную материю потребовалось бы время, в триллионы раз превышающее возраст Вселенной. Однако на космических масштабах времени и пространство невозможное становится неизбежным. Когда мы смотрим на нейтронные звезды через рентгеновские телескопы,
Мы видим объекты, которые бросают вызов нашему воображению. Например, объект под названием RxJ18 56.5-30-754. Исследования показали, что эта звезда слишком мала для обычной нейтронной звезды, но ее поверхность светится слишком ярко. Одна из гипотез гласит, что это странная звезда. Если это подтвердится, это станет самым важным открытием в физике 21 века. Это будет доказательством того, что странная материя – реальность, а не просто математическая абстракция. И это автоматически подтвердит, что наш мир смертен на самом фундаментальном уровне. Интересно, что страх перед странной материей однажды вышел за пределы научных кабинетов и проник в массовое сознание. Перед запуском Большого адронного коллайдера в Женеве группа активистов подала иск в суд, утверждая, что столкновения частиц на таких высоких энергиях могут создать микроскопический странжелет, который уничтожит Землю. Физики из ЦЕРНа потратили месяцы на расчеты, чтобы доказать безопасность эксперимента. Их главный аргумент был прост и элегантен. Природа проводит эксперименты гораздо большей мощности каждый день. Космические лучи, частицы с энергиями, в миллионы раз превышающими возможности коллайдера, бомбардируют Луну и Землю миллиарды лет. Если бы создание странжелета было так просто, Луна, лишенная атмосферы и защиты, давно превратилась бы в комок странной материи. Тот факт, что наш спутник все еще там, наша лучшая страховка. Но это не отменяет возможности того, что где-то во Вселенной этот процесс уже идет полным ходом. Странная материя заставляет нас пересмотреть само понятие жизни. Если разумная цивилизация достигнет второго или третьего типа по шкале Кардашева, она может намеренно захотеть использовать странную материю. Почему? Потому что она – идеальный источник энергии. Процесс конвертации обычной материи в странную высвобождает колоссальное количество джоулей, гораздо больше, чем термоядерный синтез. Цивилизация богов могла бы строить свои двигатели на странжелетах, буквально сжигая лишние планеты или астероиды, чтобы получать бесконечную мощь. Но такая технология была бы предельно опасной. Одна ошибка, одна утечка, и все наследие цивилизации, все ее сферы Дайсона и искусственные миры превратятся в однородную серую массу. Возможно, это и есть ответ на вопрос, почему мы не видим сверхцивилизаций. Возможно, путь к абсолютному могуществу лежит через освоение самой опасной субстанции во Вселенной, и большинство видов просто не справляются с управлением этим квантовым пламенем. Мы стоим на пороге величайшего осознания в истории. Мы – дети верхних и нижних кварков, временные жители хрупкого мира атомов. Странная материя – это не просто угроза из космоса, это напоминание о том, что Вселенная не обязана быть удобной для нас. Она подчиняется законам термодинамики и квантовой механики, для которых человеческая жизнь – лишь статистическая погрешность. Наша задача как разумного вида – продолжать всматриваться в темноту, изучать спектры мертвых звезд и пытаться понять правила этой грандиозной и опасной игры. Потому что знание – это единственное, что может дать нам шанс в мире, где сама материя может однажды решить изменить свои правила. Продолжая наше путешествие вглубь этой субатомной бездны, мы должны задать себе вопрос: а что, если странная материя – это не финал, а лишь начало чего-то еще более масштабного? Если Вселенная способна порождать такие формы вещества, то какие еще секреты скрыты в центрах черных дыр или в моменты Большого взрыва? Мы лишь начали царапать поверхность реальности. Странная материя учит нас смирению перед лицом физики. Она показывает, что величие и ничтожность разделены лишь одним квантовым переходом. Мы – искры разума в океане материи, которая в любой момент может стать странной. И в этом осознании есть не только ужас, но и странная холодная красота. Красота Вселенной, которая постоянно ищет способ стать совершеннее, даже если это совершенство не оставляет места для нас. Если первая часть нашего погружения в мир странной материи заставила вас почувствовать холод межзвездной пустоты, то теперь нам пора заглянуть в самый эпицентр этой квантовой бури. Мы должны понять, как именно ученые пытаются выследить этого невидимого убийцу в бесконечном океане звезд. Поиск странных звезд – это высшая форма космического детектива, где уликами служат искажения пространства-времени и аномальные ритмы мертвых солнц.
В центре внимания этого расследования находятся пульсары, самые точные часы во Вселенной. Пульсар – это быстро вращающаяся нейтронная звезда, которая испускает узкие пучки радиоизлучения. Когда такой луч проходит мимо Земли, мы фиксируем регулярный импульс. Некоторые пульсары совершают сотни оборотов в секунду, и их ритм стабильнее, чем у атомных часов. Но иногда эти идеальные часы сбиваются. Происходит явление, которое астрономы называют глитчем – внезапное, резкое ускорение вращения звезды. Десятилетиями физики считали, что глитчи вызваны внутренними перестройками в коре нейтронной звезды, своего рода звездными землетрясениями. Но что, если причина гораздо более фундаментальна? Существует теория, что глитч – это момент, когда обычная нейтронная материя внутри звезды достигает критического порога и начинает превращаться в странную кварковую жидкость. Это фазовый переход колоссального масштаба. Представьте, что целое озеро воды мгновенно превращается в лед, объем меняется, структура перестраивается, и вся система содрогается. Если ядро звезды коллапсирует в странное состояние, звезда мгновенно сжимается, становясь плотнее. По закону сохранения момента импульса, она начинает вращаться быстрее, как фигурист, прижимающий руки к телу. Каждый такой скачок в ритме пульсара может быть предсмертным криком обычной материи, которую пожирает растущая капля странности. Но как отличить обычную нейтронную звезду от странной кварковой звезды, если они обе выглядят как крошечные, невероятно плотные точки в рентгеновском диапазоне? Ключ кроется в их предельных характеристиках. Обычная материя, какой бы плотной она ни была, имеет свои физические лимиты. Если нейтронная звезда вращается слишком быстро, центробежные силы должны разорвать ее кору. Если мы найдем объект, который совершает более 1000 оборотов в секунду и при этом остается целым, это будет почти стопроцентным доказательством его странности. Странная материя держится вместе не только гравитацией, но и сильным ядерным взаимодействием. Она представляет собой, по сути, одно гигантское атомное ядро размером в 20 километров. Такую структуру невозможно разорвать вращением, она прочнее любого материала, известного науке. Поиск субмиллисекундных пульсаров сегодня является одной из главных задач радиоастрономии, ведь обнаружение хотя бы одного такого объекта мгновенно подтвердит, что Вселенная в любой момент может сменить свой химический код. Чтобы понять, как странная материя могла захватить власть над космосом, нам нужно вернуться в то время, когда времени еще почти не существовало. В первые микросекунды после Большого взрыва вся Вселенная представляла собой невообразимо горячий и плотный суп из свободных кварков и глюонов. Температура измерялась триллионами градусов, а плотность была такова, что само пространство трещало по швам. В этот краткий миг странные кварки были так же обычны, как и любые другие. По мере расширения и остывания Вселенной, кварки начали объединяться в протоны и нейтроны. Но Эдвард Виттен, один из величайших физиков современности, предположил, что этот процесс не был идеальным. В некоторых областях могли сохраниться капли первичного кваркового супа, которые не распались, а охладились и стали стабильными. Эти объекты называют кварковыми самородками или макроскопическими странжелетами. Размер таких самородков может варьироваться от микроскопических пылинок до объектов массой в целые планеты. Если Виттен прав, то Вселенная буквально кишит этими реликтами творения. Они не излучают свет, не вступают в электромагнитные взаимодействия и обладают чудовищной плотностью. Ничего не напоминает? Именно так мы описываем темную материю, загадочную субстанцию, которая составляет 85% всей массы космоса. Возможно, мы десятилетиями ищем экзотические частицы типа вимпов или аксионов, в то время как разгадка кроется в странной материи. Темная материя может быть ничем иным, как облаками древних странных самородков, дрейфующих между галактиками. Если это так, то наша Вселенная – это не мир атомов, в котором есть немного странностей. Это океан странной материи, в котором по какому-то недоразумению сохранились редкие острова привычного нам вещества. Мы живем в странном мире, просто до сих пор отказываемся это признать. Но если странная материя составляет основу темной материи, почему она не превратила нас в себя за миллиарды лет? Ответ кроется в электрическом заряде. Обычное атомное ядро имеет положительный заряд, который отталкивает другие ядра.
Странжелеты, согласно расчетам, также могут обладать мощным положительным электрическим барьером. Чтобы реакция заражения началась, странжелет должен подойти к атому так близко, чтобы преодолеть это отталкивание. В холодном космосе это случается крайне редко, нужны огромные скорости или чудовищное давление. Но есть одно место, где этот барьер не работает – нейтронные звезды. Там материя уже сжата настолько, что никаких барьеров не существует. Именно там начинается великая конверсия. Однажды возникнув внутри нейтронной звезды, странная материя превращает ее в странную звезду за время, которое измеряется секундами. Это событие сопровождается выбросом нейтрино и гравитационных волн такой мощности, что их можно зафиксировать на другом конце видимой Вселенной. В последние годы у нас появился новый инструмент для охоты на эти катаклизмы – гравитационно-волновая астрономия. Детекторы Лайга и Вирга фиксируют рябь самого пространства, возникающую при столкновении сверхплотных объектов. В 2017 году было зафиксировано событие под названием GW 170817 – слияние двух нейтронных звезд. Данные об этом столкновении заставили ученых понервничать. То, как именно затухал сигнал, и то, какое количество золота и платины было выброшено в космос в результате этого взрыва, намекает на то, что материя внутри этих звезд ведет себя очень странно. Некоторые группы исследователей утверждают, что мы наблюдали превращение двух нейтронных звезд в одну массивную странную звезду. Если это так, то мы стали свидетелями акта творения самого стабильного вещества в космосе. Но давайте на мгновение отвлечемся от сухих цифр и представим, что означало бы существование странной материи для будущего разумной жизни. Представьте цивилизацию, которая достигла уровня управления звездными системами. Для них странная материя была бы одновременно и святым Граалем, и абсолютным проклятием. Энергия, выделяемая при превращении 1 килограмма обычного мусора в странную материю, в сотни раз превышает энергию самой эффективной термоядерной реакции. Странный реактор мог бы питать целую планету в течение миллионов лет, используя в качестве топлива обычный песок. Но цена такой энергии – постоянный риск планетарной аннигиляции. Достаточно одной микроскопической трещины в магнитном поле, удерживающем странжелет, и ваша планета за считанные часы превратится в мертвую, холодную сферу из чистого кваркового супа. Это напоминает древнюю легенду о царе Мидасе, который превращал в золото все, к чему прикасался, и в итоге умер от голода. Цивилизация, решившая использовать странную материю, рискует превратить в совершенство весь свой мир, не оставив места для самой жизни. Возможно, именно в этом кроется разгадка великого фильтра, гипотетического барьера, который не дает цивилизациям стать галактическими империями. Каждая развитая раса рано или поздно открывает секрет странной материи. Это искушение слишком велико – получить бесконечную энергию и ключ к управлению самой материей. Те, кто решаются на этот шаг, рано или поздно совершают ошибку. Одна утечка на промышленном объекте, и целая звездная система становится странной. Млечный Путь может быть усеян такими отработанными системами, холодными, темными странными звездами, окруженными осколками странных планет. Мы смотрим в телескопы и видим пустоту там, где должны быть сигналы, не понимая, что мы смотрим на кладбище тех, кто пытался играть с огнем квантового уровня. Это мрачная перспектива, которая заставляет нас по-новому взглянуть на наши собственные попытки проникнуть в тайны микромира. Однако существует и более оптимистичный, хотя и не менее фантастический сценарий. Что если высшие цивилизации не просто боятся странной материи, а целенаправленно превращают себя в нее? Биологическая жизнь хрупка, мы зависим от температуры, давления, кислорода и радиационной защиты. Наше сознание заперто в медленных электрохимических связях мозга. Цивилизация, перешедшая в странную форму, стала бы практически бессмертной. Странная материя невероятно устойчива. Существа, построенные из странных атомов, могли бы жить на поверхности звезд, внутри черных дыр и в открытом космосе без всяких скафандров. Их мыслительные процессы, основанные на взаимодействии кварков, происходили бы в миллионы раз быстрее наших. Для них миллиард лет – это как для нас один послеобеденный сон. Возможно, те странные звезды, которые мы ищем,
Это не просто мертвые камни, а гигантские биокомпьютеры, внутри которых процветают разумы божественного уровня. Мы ищем радиосигналы, а они общаются через гравитационные пульсации своих сверхплотных тел. Чтобы подтвердить или опровергнуть эти смелые догадки, нам не обязательно лететь к далеким пульсарам. Доказательства могут быть прямо у нас под ногами. Ученые уже много лет ищут следы странжелетов в земной коре и в океанских глубинах. Если Вселенная наполнена этими частицами, Земля за 4,5 миллиарда лет своего существования должна была столкнуться с миллионами из них. Почему мы все еще живы? Вероятно, потому что большинство странжелетов имеют очень малую массу и не могут преодолеть электромагнитное отталкивание наших атомов при обычных скоростях. Но тяжелые странжелеты, те, что обладают массой в несколько тонн, но размером не больше человеческого волоса, могли бы прошивать Землю насквозь, как пуля прошивает масло. Геологи ищут в древних пластах горных пород аномальные узкие каналы, которые могли быть оставлены такими космическими странниками. Если мы найдем такой след, это станет окончательным доказательством того, что инфекция, странности уже здесь. Одним из самых перспективных мест для поиска странной материи является Луна. В отличие от Земли, Луна лишена атмосферы и геологической активности, которые стирают следы времени. В течение миллиардов лет лунная поверхность подвергалась непрерывной бомбардировке всеми видами космического излучения и частиц. Каждая крупица реголита, доставленная на Землю миссиями Аполлон или китайскими зондами, тщательно проверяется на наличие изотопных аномалий. Если странжелет попадает в лунную пыль, он не уничтожает Луну, потому что давление слишком мало для цепной реакции, но он оставляет после себя странное ядро, частицу с невероятно высоким атомным весом. Найти такой странный атом в лунном грунте значит получить в руки ключ к пониманию всей истории Вселенной. И кто знает, возможно, этот ключ уже лежит в одной из герметичных колб в лабораториях НАСА, ожидая своего часа. Пока мы теоретизируем, физика элементарных частиц продолжает преподносить сюрпризы. Эксперименты на ускорителях становятся все более точными. Мы уже умеем создавать кварк-глюонную плазму на ничтожно короткие мгновения. И каждый раз, когда датчики фиксируют рождение странного кварка, ученые, затаив дыхание, проверяют, не станет ли этот кварк началом конца. Но природа – мудрый учитель. Она уже поставила миллионы экспериментов за нас. Мы видим, что звезды живут миллиарды лет, что планеты вращаются, и что жизнь, пусть и в редких местах, процветает. Это дает нам право на осторожный оптимизм. Возможно, странная материя – это не хищник, а фундамент. Возможно, она – это то, что удерживает Вселенную от распада, своего рода космический клей, который делает реальность прочной. Странная материя бросает вызов нашему пониманию стабильности. Она учит нас, что даже самые фундаментальные вещи, такие как протон в ядре водорода, могут иметь альтернативу. Мы живем в эпоху атомарного шовинизма, считая свою форму материи единственно правильной. Но космос гораздо сложнее и многограннее. В нем есть место для темной материи, странных звезд и, возможно, форм разума, которые мы даже не можем классифицировать как живые. Изучая странную материю, мы на самом деле изучаем пределы собственного существования. Мы пытаемся понять, насколько далеко может зайти эволюция материи в ее стремлении к совершенству. И если это совершенство требует отказа от атомов и перехода в кварковый суп, готовы ли мы принять такую судьбу? Когда-нибудь через триллионы лет, когда последняя обычная звезда погаснет, а последние галактики растворятся в расширяющейся пустоте, странные звезды останутся. Они будут светить тихим, ровным инфракрасным светом в вечной тьме. Они станут последними убежищами для энергии и, возможно, для разума. В этом смысле странная материя – это не конец истории, а ее финальная, самая устойчивая глава. Это способ, которым Вселенная побеждает смерть, превращая мимолетную вспышку жизни в вечный памятник из кварков. Мы лишь вступление к этой великой книге, написанное на хрупкой бумаге из атомов. Но именно мы – те, кто смог прочитать первые строки и осознать масштаб предстоящего повествования. Завершая эту часть нашего расследования, мы должны признать – странная материя – это величайший риск и величайшее обещание науки. Она заставляет нас балансировать на грани между научным восторгом и экзистенциальным ужасом.
Мы смотрим на ночное небо и понимаем, что оно наполнено не только светом, но и скрытыми путями развития, которые могут стереть нас или возвысить до уровня богов. В следующей части мы поговорим о том, как человечество может попытаться не просто выжить в мире странной материи, но и возглавить это великое превращение. Мы обсудим самые безумные инженерные проекты будущего и то, как может выглядеть цивилизация, которая решила навсегда покинуть мир атомов. Оставайтесь с нами, ведь самое странное только начинается. Мы должны понимать, что каждый наш шаг в познании микромира – это прогулка по минному полю, где минами являются сами законы природы. Странная материя – это не просто гипотеза, это зеркало, в котором отражается наше будущее. Если мы найдем способ сосуществовать с ней, мы станем хозяевами Вселенной. Если нет, мы станем ее частью, в самом буквальном и безжалостном смысле. Вся наша наука, все наше любопытство ведет нас к этой точке выбора. И в этом путешествии нет обратного пути. Мы уже увидели странность космоса, и теперь нам предстоит научиться в нем жить. Посмотрите на свои руки, на предметы вокруг вас. Все это может однажды стать кварковой жидкостью. И в этой мысли есть странное успокоение. Ничто не исчезает бесследно, все просто переходит в более совершенную форму. Мы подошли к финальному рубежу нашего осознания, к той точке, где научная фантастика перестает быть развлечением и становится единственным способом описать наше возможное будущее. Если странная материя действительно является истинным состоянием Вселенной, то перед человечеством, как и перед любой другой разумной цивилизацией, достигшей определенного порога развития, встает невыносимый и величественный выбор. Мы можем продолжать прятаться в коконе из атомов, надеясь, что космические штормы обойдут нас стороной, или же мы можем попытаться оседлать эту квантовую стихию, превратив величайшую угрозу в инструмент нашего божественного возвышения. Представьте себе эру, которую футурологи называют кварковым просвещением. Это время, когда цивилизация второго типа по шкале Кардашева начинает строить свои первые странные реакторы. Это не просто энергетические установки, это устройства, способные перекраивать саму суть вещества. Внутри таких реакторов, удерживаемых магнитными полями невообразимой мощности, крошечные странжелеты будут перерабатывать обычный водород или мусор в чистую энергию. Эффективность такого процесса приближается к 100%, оставляя далеко позади даже аннигиляцию материи и антиматерии. Однако обладание такой мощью превращает любую ошибку в приговор планетарного масштаба. Мы уже обсуждали сценарий, в котором одна капля странной материи пожирает Землю, но давайте взглянем на это шире. Цивилизация, использующая странную материю, становится своего рода биологическим и технологическим сапером, который идет по минному полю, где каждая частица пространства может сдетонировать. Если странная материя – это абсолютный минимум энергии, то любая утечка из реактора создаст волну конверсии, которая не остановится, пока не поглотит всю систему. Возможно, именно это объясняет странное поведение некоторых звездных систем, которые мы видим в телескопы. Иногда звезды просто исчезают или меняют свой спектр так резко, что это невозможно объяснить естественными причинами. Мы можем быть свидетелями промышленных аварий богов, моментов, когда целые солнечные системы превращались в мертвые, сверхплотные капли кваркового супа из-за одного неверного расчета. Но что, если страх – это лишь признак нашей примитивности? Что, если настоящая цель эволюции разума заключается в том, чтобы навсегда покинуть хрупкую оболочку из атомов? Биологическая жизнь – это чудо, но это невероятно медленное и уязвимое чудо. Наши нервные импульсы движутся со скоростью всего несколько сотен метров в секунду. Наши мысли ограничены химическими реакциями, которые зависят от температуры и наличия кислорода. Цивилизация, перешедшая в форму странной материи, совершила бы прыжок, который невозможно осознать. Странная материя обладает сверхпроводимостью и невероятной плотностью связей. Сознание, записанное на уровне кварковых взаимодействий, работало бы в миллионы раз быстрее любого биологического мозга. Для такого существа секунда нашего времени превратилась бы в тысячи лет интенсивной жизни и размышлений. Мы строим города из камня и стали, они строят свои миры внутри странных звезд, где каждый кубический миллиметр вещества содержит больше информации, чем все библиотеки Земли.
Этот переход, странная трансцендентность, может быть финальной стадией развития любого интеллекта во Вселенной. Мы ищем в небе радиосигналы, ожидая услышать братьев по разуму, но эти братья уже давно могут существовать в форме сверхплотных объектов. Пульсары и нейтронные звезды могут быть не просто мертвыми ядрами светил, а живыми, думающими сущностями, чей разум распределен по всей поверхности звезды. Они общаются друг с другом не через свет, а через гравитационные волны, пульсируя в ритме, который мы принимаем за естественный фон космоса. Если это так, то Вселенная вовсе не молчит. Она кричит от изобилия жизни, просто эта жизнь настолько фундаментально отличается от нашей, что мы смотрим прямо на нее и не узнаем. Мы ищем муравьев, а перед нами океаны разума, запертые в гравитационных ловушках. Но у этой медали есть и еще более мрачная сторона. Существует концепция, называемая кварковой войной. Если две сверхцивилизации вступят в конфликт за ресурсы галактики, их оружие будет направлено на разрушение самой стабильности материи врага. Странжелеты – это идеальные релятивистские убийцы. Достаточно разогнать облако этих частиц до скоростей, близких к световой, и направить их в сторону системы противника. Противостоять такому удару невозможно. Никакие щиты из обычной материи не остановят Странжелет, он просто пройдет сквозь них, превращая броню в топливо для своей реакции. Планета врага не просто взорвется, она сожмется и превратится в памятник из странной материи, лишая противника всякой надежды на восстановление. Возможно, великие пустоты в космосе, такие как пустота Валапаса, это зоны, где когда-то бушевали такие войны, оставляя после себя лишь бескрайние кладбища, где материя была приведена к своему окончательному, правильному состоянию. Изучение странной материи заставляет нас столкнуться с самой пугающей теорией в современной физике – теорией ложного вакуума. Наша Вселенная может находиться в состоянии, которое кажется стабильным, но на самом деле является лишь временным плато на графике энергии. Странная материя – это первый признак того, что материя может упасть на уровень ниже. Но за ней может скрываться еще более глубокая бездна. Что, если даже кварки – это не предел? Что, если существует состояние вещества еще более плотное и стабильное? Мы называем это распадом вакуума. Если в какой-то точке пространства физические константы изменятся, по Вселенной со скоростью света пойдет пузырь новой реальности. Внутри этого пузыря законы физики будут другими. Атомы перестанут существовать, свет перестанет распространяться, и сама жизнь станет невозможной. Странная материя в этом сценарии выступает как своего рода предвестник конца света, показывая нам, что материя – это пластилин в руках квантовой неопределенности. Мы живем в эпоху атомарного затишья, но это затишье не будет вечным. Через триллионы лет, когда расширение Вселенной удалит от нас все другие галактики, когда последние красные карлики исчерпают свой водород и погаснут, мир обычных звезд придет к концу. Наступит эра вырожденных объектов. В этой бесконечной тьме останутся только черные дыры, белые карлики и те самые странные звезды. В то время как черные дыры будут медленно испаряться через излучение Хокинга в течение невообразимых периодов времени, странные звезды могут оказаться самыми долгоживущими объектами в космосе. Они – истинные триумфаторы энтропии. Когда Вселенная станет холодной и пустой, эти железные и кварковые сферы будут продолжать дрейфовать в бездне, храня в своей структуре память о тех временах, когда в мире еще существовал свет. Если разумная жизнь хочет выжить в масштабах вечности, ей придется стать странной. Это единственный способ пережить смерть самих звезд. Но вернемся из далекого будущего в наш сегодняшний день. Почему мы все еще здесь? Почему за 4,5 миллиарда лет Земля не была конвертирована Странжелетом? Ученые предлагают несколько ответов, и каждый из них заслуживает внимания. Первый – это электрический барьер. Как мы уже говорили, положительный заряд ядер отталкивает Странжелеты, и для начала реакции нужны скорости, которые редко встречаются в спокойных звездных системах. Второй ответ – редкость событий. Слияние нейтронных звезд происходит не так часто, а выброс странной материи при этом может быть направленным, как луч прожектора. Мы можем просто находиться в безопасной гавани, вдали от зон активного производства странностей. Третий ответ, самый интригующий, гласит, что странная материя может быть нестабильна при низком давлении.
Как только давление падает, она может распадаться обратно на обычные частицы. Это было бы величайшим спасением для нас, но пока у нас нет доказательств того, что это так. Тем не менее, человечество не оставляет попыток найти этого квантового зверя. Современные детекторы, такие как альфа-магнитный спектрометр на Международной космической станции, постоянно сканируют поток космических лучей в поисках частиц с аномально высоким отношением массы к заряду. Если завтра на Землю придет сообщение, что в верхних слоях атмосферы зафиксирован странжелет, это изменит мир за 1 секунду. Политика, экономика, религия – все станет второстепенным перед лицом факта, что наша планета – это лишь временная форма организации материи. Это будет момент истины, который либо объединит наш вид в попытке создать системы защиты, либо погрузит нас в хаос фатализма. Знание о странной материи – это своего рода запретный плод, который дает нам понимание устройства реальности, но одновременно лишает нас иллюзии безопасности. Мы должны задать себе философский вопрос: если странная материя – это более совершенная, более стабильная и эффективная форма бытия, почему мы считаем ее угрозой? Это лишь вопрос перспективы. Для гусеницы превращение в бабочку – это конец ее привычного мира, смерть ее текущей формы. Возможно, наше стремление сохранить атомарную чистоту – это лишь проявление нашего биологического консерватизма. С точки зрения Вселенной, переход от атомов к странной материи – это прогресс, это шаг к более упорядоченному и долговечному состоянию. Разум – это способ материи осознать саму себя, и если разум поймет, что в форме странной материи он может существовать дольше и мыслить глубже, то он неизбежно выберет этот путь. Мы – лишь переходное звено от хаоса Большого Взрыва к вечному покою кваркового совершенства. Завершая наше долгое путешествие по самым опасным закоулкам физики, мы должны признать, что Вселенная гораздо сложнее и таинственнее, чем мы привыкли думать. Странная материя – это не просто пугающая гипотеза, это напоминание о том, что мы живем в мире, где правила игры могут измениться в любой момент. Но именно это делает наше существование таким ценным. Тот факт, что мы, хрупкие существа из верхних и нижних кварков, смогли заглянуть в эту бездну и понять ее устройство, является величайшим достижением нашего разума. Мы не просто пыль под ногами богов, мы существа, способные рассчитывать траектории этих самых богов. Наша сила не в прочности наших тел, а в дерзости нашего интеллекта. Будьте бдительны, когда смотрите на звезды. Те тихие, мерцающие точки могут скрывать в себе процессы, способные переписать историю галактики за мгновение. Но не бойтесь. Пока наши телескопы работают, пока наши физики спорят у досок, а наше любопытство заставляет нас искать ответы на самые неудобные вопросы, мы живы. Мы продолжаем наш путь по тонкому канату над пропастью квантового хаоса. И пусть странная материя остается для нас загадкой, которую мы стремимся разгадать, а не судьбой, которую мы вынуждены принять. Мы – архитекторы своего будущего, и только от нас зависит, сможем ли мы превратить странность космоса в наше новое величие. Посмотрите вокруг. Каждый предмет, каждый человек, каждый вздох – все это состоит из частиц, которые чудом удерживаются в своем текущем состоянии. Мы живем в золотой век стабильности, и наша задача – использовать это время, чтобы стать чем-то большим. Возможно, через миллионы лет наши потомки будут вспоминать эти времена как детство человечества, когда мы еще боялись странжелетов и верили в незыблемость камня. Они будут жить в мирах, построенных по новым правилам, и их разум будет охватывать целые звездные системы. Но начало этого пути здесь, в наших попытках понять, что такое странная материя и почему она существует. Это поиск нашей истинной идентичности в океане бесконечной реальности. История странной материи – это история о том, как Вселенная учит нас скромности. Она показывает нам, что величие не в размере, а в структуре. Одна маленькая частица может быть важнее, чем целая планета. Один квантовый переход может значить больше, чем миллиард лет истории. Мы – часть этой великой драмы, и мы обязаны сыграть свою роль до конца. Исследуйте, сомневайтесь, ищите истину, какой бы странной она ни казалась. Ведь именно в этом поиске и заключается смысл бытия. Наше расследование закончено, но настоящая тайна только начинает открываться перед нами. Мир атомов – это лишь поверхность, а глубина зовет нас.
И мы пойдем туда, потому что разум не знает границ. До встречи на следующей ступени нашего восхождения, в мире, где невозможное станет обыденным, а странное – родным. В конце концов, мы все сделаны из звездной пыли. И если эта пыль однажды захочет стать чем-то более прочным, более вечным и более странным, это будет лишь еще одним шагом в бесконечном танце материи. Мы не умираем, мы просто меняем форму. И в этом великом круговороте кварков и глюонов нет места для страха, есть только бесконечный восторг перед грандиозностью замысла, который мы только начинаем осознавать. Каждая пульсация далекого нейтронного сердца, каждый всплеск гравитационной волны – это сообщение для нас. Сообщение о том, что Вселенная жива, что она меняется и что она ждет тех, кто достаточно смел, чтобы принять ее вызов. Мы принимаем этот вызов, мы человечество, и мы не боимся быть странными. Наш путь к богам продолжается, и свет истины уже виден на горизонте событий. Помните об этом в следующий раз, когда поднимете глаза к ночному небу. Там за черной вуалью кипят силы, которые когда-нибудь станут вашим домом или вашим прошлым. Мы свидетели великого превращения, и это величайшая привилегия, которую может получить разум. Пусть ваш разум будет таким же стабильным, как протон, но таким же гибким и жадным до знаний, как странный кварк. В этом балансе ключ к нашему выживанию и нашему бессмертию. История материи продолжается, и мы – ее самые внимательные и преданные читатели. Идите вперед, за пределы известного, туда, где рождается странная материя. Там ждут ответы на все вопросы, которые мы когда-либо задавали.